Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами сошьем вот такой блок размером 45 на 45 сантиметров. Он подойдет для наволочки. Для этого нам понадобится один квадрат размером 6,5 на 6,5 сантиметров и 40 прямоугольников размером 6,5 на 8,5 сантиметров. Итак, начнем. Раскладываем прямоугольнички. Сейчас я покажу вам эскиз. Вот видите эскиз, и здесь прямоугольнички у нас по косой расположены. Сейчас мы их разложим. Я использовала цвета радуги: оранжевый, затем желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, и дальше, так как у меня закончилась радуга, использовала розовый и красный. Теперь нам нужно сшить это все по коротким сторонам. Сшиваем, как всегда, цепочкой. Это сэкономит нам и нитки, и время. Вот готова заготовка. Я разутюжила все припуски. В этот раз у нас замочков не будет. Теперь нам нужно наши ниточки разрезать. Этот блок хорош для утилизации остатков, так как здесь не нужны одинаковые расцветки. Весь блок можно сделать из разноцветных прямоугольников. Так, теперь нам нужно сдвинуть наши заготовочки на 2 сантиметра относительно друг друга. Берем линейку и от края отмечаем по 2 сантиметра. С одной стороны и с другой стороны. Теперь складываем лицом к лицу заготовки и прострачиваем со смещением в 2 сантиметра. Совмещаем с меткой. Сзади тоже, чтобы у нас ничего не растянулось. Скалываем и прострачиваем. Здесь точно так же. Вот я сшила по 2 полоски. И теперь сошью их точно так же со смещением в 2 сантиметра. Вот готова наша заготовка. Теперь нужно разутюжить все припуски. Теперь из оставшихся прямоугольников мы шьем вторую точно такую же заготовку. Вот смотрите, я сшила также заготовку. Причем по диагонали я соблюдала цвета, но расположение прямоугольников может быть произвольное. Они могут быть вообще у вас с другим орнаментом. Теперь нам нужно отметить на стыках припуски по 0,7 сантиметров. Они помогут нам разрезать нашу заготовку. Отмечаем на всех стыках и по уголкам прямоугольничков, там, где нет стыков, где ничего не пришито у нас.
Вот здесь еще забыла. Теперь берем линейку. Здесь на линейке у меня есть линия 7 миллиметров. По ней я буду ориентироваться. Совмещать ее с вершинами углов. Совмещаю и разрезаю. Если у вас нет линейки и ножа, то значит вы берете простую линейку. И вот в этом месте, где у нас 2 сантиметра сдвиг, отмечайте серединку 1 сантиметр. На каждом стыке отмечайте. И вверху тоже, но не от края, а от нашей метки. И внизу тоже 1 сантиметр. Теперь прикладывайте линейку к этим меткам и проводите линию. Эта линия получается у нас прямо по центру между вершинами треугольников. И разрезайте по ней ножницами. Я буду продолжать разрезать линейкой. Вот смотрите, когда я совмещаю линию на линейке, то как раз она у меня попадает на ту линию, которую я прочертила карандашом. И так я разрезаю все наши полоски. Вот здесь у нас только одна вершина, поэтому я ориентируюсь на карандашные отметки, которые мы делали ранее. Вот видите, отметочки, которые мы ставили, я к ним приставляю линейку. Здесь еще раз покажу вам линейкой. Вот. От шва отмечаю 1 сантиметр, здесь от карандашной отметки 1 сантиметр. И провожу линию. Все полоски у нас должны получиться одинаковой ширины. Теперь берем фоновую полоску. Здесь она нам понадобится 5 сантиметров, потому что у нас получились полоски 5 сантиметров. Если вы будете шить другой размер, то ваша фоновая полоса должна быть шириной получившиеся полосы. Я сложила полосу сразу в 2 сложения, потому что у нас будет по 2 детали. Так, берем линейку и отрезаем угол фоновой полоски под 45 градусов. Теперь я прикладываю поочередно каждую деталь. Ничего не буду мерить, прямо так прикладываю деталь и отрезаю. Раскладываю наши фоновые кусочки поверх деталей. Теперь следующую. Точно так же ничего не отмеряю, просто накладываю и отрезаю. Фоновая полоска, если использовать вот такой метод, как у меня, накладывая детали в стык, понадобится примерно 3,5 метра полоса. У меня было 2 полосы по 160 сантиметров.
И еще небольшой кусочек. Вот. У меня на центральную полосу, она у нас одна, а не две. Поэтому ткань в одно сложение. Еще обратите внимание, если вы кладете центральную полосу вверх лицом накладываете, то и полоса фоновая у вас должна лежать лицом вверх. Если вы сделаете их лицом к лицу или изнанкой к изнанке, то у вас фоновая полоса потом отзеркалит нижнюю. И не получится то, что нужно. Итак, теперь мы раскладываем поочередно цветную полосу с фоновой. И вот так у нас получилось из одной заготовки две. Теперь одну убираем и начинаем сшивать нашу заготовочку. Берем первую деталь, находим у нее серединку. Берем вторую деталь. Также складываем ее, чтобы найти середину. Скалываем по нашей метке. И смотрите, вот здесь у нас уголок срезан, и он должен совпасть. А здесь у нас уголки расходятся. Это потому что одна деталь идет на сужение, а вторая на расширение. Это нормально. Нужно прокладывать строчку от угла до угла. Сейчас я вам покажу, прострочу. Я прострочила. Видите, шов у меня четко в уголочек попал. И здесь тоже строчка точно в уголочек. Тогда у вас все сойдется. Если вы правильно все выкроили, то когда вы будете прокладывать припуск 0,7, то у вас вот так все и будет сходиться. Теперь пришиваем следующую деталь. Складываем пополам, отмечаем серединку. Здесь серединка на вершине вот этого треугольника. Вот по нему ориентируемся, прикладываем к этой вершинке. Скалываем. И прошиваем. Прошиваем всегда по фоновой ткани. Фоновая ткань сверху, цветные полосы снизу, потому что цветные полосы у нас выкроены по косой, и у вас будет растягиваться край. Поэтому фоновую полоску всегда кладете сверху и строчите по ней. Тут тоже вот уголки совместили и отметили так серединку. Тут опять срезанный уголок, видите, он будет совпадать. Опять строчка пойдет из уголка. А здесь сюда. Следующая полоска. Здесь у нас уже уголки совпадают, потому что там похожие углы. А здесь опять у нас идет в уголок. И так мы сшиваем полностью всю заготовку. Вот что у нас получилось. Естественно, она сейчас неровная, потому что у нас еще швы не разутюжены. Видите, у меня тут завернулось немножко. Сейчас я отутюжу ее. И вот такая красивая заготовочка у нас вышла. Вот все шовчики я разутюжила. Уголочки все эти ненужные мы обрезаем, все подравниваем. И теперь таким же способом шьем остальные 4 заготовки. Вот я сшила 4 заготовки. Теперь мы будем собирать топ. Берем наш центральный квадратик и вокруг него выкладываем наши заготовки. Оранжевый у нас идет в центре.
выкладываем симметрично. У нас получилось 2 заготовки с цветными углами и 2 заготовки с углами из фоновой ткани. Мы их располагаем симметрично вокруг нашего квадрата. Смотрите, у нас должны совпасть цветные полосы и полосы фонового цвета. Теперь нам нужно центральный квадрат пришить к одной из заготовок на пару сантиметров, примерно до середины квадрата. Вот я так пришила, видите, до середины. И теперь нам нужно сшить здесь. Получается, когда добавился квадрат, наши заготовки прямоугольные сравнялись по длине. Теперь мы должны совместить все вот эти стыки. Тщательно их скалывайте, потому что здесь нет замочка, они относительно друг друга легко смещаются, и поэтому нужно каждый стык заколоть хорошо. Вот здесь строчка, которой пришит квадрат, должна совпасть со строчкой внизу. И по размеру у вас должно все сойтись. Видите? Вот я проложила строчку. Видите, как все красиво сошлось. И теперь мы будем пришивать следующие заготовки. Сначала эту, а затем эту. Вот я пришила 3-ю заготовку, теперь осталось пришить 4-ю. Вот для этого мы и не дошивали до конца наш квадратик, чтобы вот здесь проложить строчку. Вот, теперь осталось только закончить строчку на первой заготовке. Вот отсюда до конца. Вот такой блок у нас получился. Видите, сзади нужно было все-таки швы на квадрате разутюжить, а я их заутюжила в одну сторону. И поэтому пришлось утюжить вот так вот кривенько. Видите, как получилось? Вот здесь. Ничего страшного, потому что у меня эта ткань очень тоненькая. Если ткань будет поплотнее, то, конечно, лучше разутюжить, чтобы не было утолщений. И вот такой классный блок у нас получился. Их можно комбинировать, тоже будет очень интересно. Можно делать не только квадратные, но и прямоугольные блоки. Так что подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик рядом с подпиской, чтобы не пропускать уведомления. До скорых встреч!